Представьте, вы в тундре, за окном минус 50, а до ближайшего гипермаркета, где можно купить одежду, как до Луны. Как выживали здесь люди до появления Гортекс и высокотехнологичных мембран? Ответ в гениальной простоте и многовековом опыте коренных народов Севера. Первые исследователи Арктики быстро поняли, их суконные шинели и валенки против местных морозов не годятся. Спасал только опыт аборигенов. Их секрет в продуманной системе слоев. Снизу мягкая меховая или шерстяная поддержка, которая греет. Сверху плотный непродуваемый щит из меха или кожи. И между ними главное — воздух. Настоящая живая теплоизоляция. Взгляните на главный шедевр северного гардероба — малицу. Это не просто тулуп, это целый мир в одной одежде. У немцев даже есть про это загадка. В одну дырку входишь, из 3 выходишь. Сегодня мы покажем, в чем уникальность этой одежды и как она может не только согреть, но и спасти жизнь упавшему в ледяную воду человеку. Вы узнаете, что лучше — натуральный мех или высокотехнологичные материалы. А если досмотрите наш выпуск до конца, увидите, как можно комбинировать то и другое, чтобы уж точно не замерзнуть. Поехали! У взрослых оленей нет подшерстка, но чтобы пережить суровую полярную зиму, природа наградила их волосом, который имеет особое строение. Внутри он полый. Эта воздушная прослойка, миллионы таких трубочек, создают непревзойденную теплоизоляцию. Но есть и минусы. Из-за этого оленья шерсть очень ломкая и хорошо впитывает воду. Поэтому вещи из нее при плохом уходе быстро портятся. Вот почему оленеводы, прежде чем положить малицу, ягушку, пимы или бурки в чуме, обязательно отряхивают их от снега. Но есть и несомненное преимущество. Известны случаи, когда малица спасала тундровиков, упавших в воду. Впрочем, это не делает ее стопроцентно надежным спасательным средством. Хотя в дореволюционном журнале «Благовестник» выходила статья о мальчике, провалившемся в полынью и спасшемся благодаря малице. Дело в том, что из-за своеобразной формы внутри этой одежды накапливается воздух и получается воздушный пузырь, который может некоторое время удерживать человека на плаву. Для шитья этой одежды используют нитки, изготовленные из оленьих сухожилий. Они, кстати, прочнее фабричных. А чтобы одежда была теплее, делают как можно меньше швов. Для плотности между кусками меха прокладывают узкую полоску сукна или длинный волос с шеи оленя. Меховую одежду не стирают, только время от времени вымораживают и выхлопывают. Есть и еще один секрет. Малицу подпоясывают так, чтобы спереди был огромный напуск, карман, куда можно спрятать и нож, и трубку, и руки, чтобы согреть, и спасательный жилет, если провалиться в полынью. Тарбаса — обувь мехом наружу народов, проживающих на Крайнем Севере и Дальнем Востоке России. На языке эвенков слово «унта» означает «обувь», а нанайцы, удыгейцы и чукчи называют меховую обувь тарбаса или тарбаза. В свою очередь ханты и манси называют подобные короткие меховые сапоги бурки или кисы, а сапоги, закрывающие колени, получили название унтами. Объединяет эту обувь одно — она шьется из камусов, шкур с ног оленя. Шерсть там короче и жестче, она не стирается, а снег. Подошву делают из прочной кожи лахтака или нерпы, чтобы не промокало, а внутрь кладут мягкие меховые стельки-чижи. В такой обуви не страшен лютый мороз, ведь ваши ноги в сухом неподвижном воздушном слое. Так что же лучше сегодня? Проверенный веками мех или современная мембрана? Все зависит от задачи. Мех – ваш выбор для лютого сухого мороза и спокойного промысла, когда вы стоите на льду у лунки или ждете зверя в засадке. Он греет сам по себе, не требуя от вас движения. Мембрана – чемпион по отведению влаги и активности. Если вы идете на лыжах или мчитесь на снегоходе, она не даст вам промокнуть от пота и дождя. Но помните, сама по себе она не греет. Ее задача — сохранить тепло, которое вы вырабатываете во время движения. Впрочем, самые опытные северяне часто комбинируют принципы. Например, надевают современный мембранный костюм поверх шерстяного термобелья
или даже поддевают под него меховую жилетку. Суть в том, чтобы не гнаться слепо за брендом, а продумать каждый слой. Что-то для тепла, что-то для защиты от ветра и влаги. Дорогие друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Но прежде чем мы расстанемся, ответьте на вопрос. Кто из вас до сих пор использует элементы традиционного северного гардероба? Может, это дедовские унты, которые пережили не одну пару модных ботинок? Или меховая шапка, в которой не страшен никакой ветер? Поделитесь в комментариях, что, по вашему опыту, работает на все 100 там, где любая супермембрана может спасовать. Не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и поставить лайк, если выпуск вам понравился. А с вами, как всегда, был канал Ямал Медиа. До новых встреч!